Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Я нашла самую популярную пряжу из интернета по лучшей цене на Валберес с бесплатной доставкой. Как вы уже догадались, это Alize Puffy, нежная и мягкая, 100% гипоаллергенная ниточка, из которой вяжут декор, пледы, игрушки, плечевые изделия и даже головные уборы. Она подходит малышам с рождения, очень проста в использовании. Можно связать плед любого размера. Я для вас добавляю раскладку, по которой можно сориентироваться по расходу пряжи на разный размер пледа. Этот расчет подойдет абсолютно всем. Не нужно учитывать плотность вязания и заморачиваться с расчетом. Так как пряжа состоит уже из готовых петель, справится даже новичок, который понятия не имеет, что такое вязание. Плед получится без использования спиц и крючка, на одном дыхании. Оставляю артикул для заказа пряжи по ходу видео и добавляю ссылку в описании под этот ролик. Переходите по ней в магазин продавца, там большой выбор пряжи по бюджетным ценам. По ходу видео я расскажу и покажу, как определить количество петель для первого ряда, как вязать узор, начало ряда и конец ряда, соединить два клубка, когда нить закончится, и, конечно, как завершение покажу, как сделать обвязку готового изделия. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Первую петлю необходимо распустить. Этот край потом спрячется в полотно. Далее от этой точки, от начала ряда, я отмеряю ширину пледа, то есть желаемую ширину основания. У меня малышковое изделие, мне нужно 80 сантиметров у основания. К этой мерке на эластичность изделия прибавляю 25%, то есть уже отмеряю не 80, а 100 сантиметров. В этой точке у меня уже стоит маркер. Нужно просчитать количество петель, оно должно быть четным. Я расположила нить так, чтобы не было перекрута у основания, петли лежали ровно и смотрели в одну сторону. Здесь маркированная точка. По левую сторону от маркера это уже первый ряд изделия. По правую сторону маркера рабочая нить. С правой стороны петли буду задействовать поочередно. С левой стороны беру петли попарно. Накладываю правую на левую. И здесь поочередно вставляю петли в первый ряд изделия. Готово. Далее снова пара петель. Правую кладу на левую. Петли рабочей нити вставляю поочередно. Сначала в одну, потом в другую. Уберу для удобства первый ряд влево. Рабочая нить у меня по-прежнему справа. Третья пара петель то же самое. Правую кладу на левую. Здесь поочередно слежу, чтобы петли не перекрутились у основания. Вытягиваю их полностью. Следующая пара петель то же самое. Правую на левую. Петли перекрещиваю всегда в одну сторону в каждом ряду. Ряды будут чередоваться. Ряд туда вяжу, когда правая заходит на левую, ряд обратно, левая на правую. У меня остается последние две петли. Точно так же кладу правую на левую. Петли с рабочей нити вставляю по порядку следования. Первая, вторая. Теперь рабочее полотно у меня справа, точно так же, как и рабочая нить. Обратный ряд
вяжется, не переворачивая полотна. Последняя петля ряда теперь первая. Ее я пропускаю, как при вязании спицами, когда я первую петлю снимаю без провязывания. Она остается в стороне. Далее я перекрещиваю 2 следующие петли, левую на правую, то есть наоборот. И вставляю первую петлю, далее вторую в эти перекрещенные петли. Готово. Хорошенько подтягиваю, вытаскиваю всю длину уже готовых петель. Следующие 2 петли. Слежу, чтобы они не перекрещивались у основания. Снова левую на правую. И в эти петли вставляю петли с рабочей нити. Первая и следом вторая. Вот уже 4 петли, и первая не провязанная у меня в следующем ряду. Снова нахожу 2 следующие петли, левую на правую, с рабочей нити петли поочередно. Первая и вторая. Здесь нужно быть очень внимательной, чтобы не пропустить ни одной петли. Петли перекрещиваются в шахматном порядке. Снова левую на правую и с рабочей нити петли поочередно. Первая и вторая. Далее все повторяется. Вяжу текущий ряд до конца. Я дошла до конца ряда, и здесь у меня остается одна непарная петля. Я точно так же, по аналогии с этим краем, ее не провязываю, а сразу перехожу на следующий ряд. Первые 2 петли, правую кладу на левую и длиной рабочей нити провязываю сначала левую нижнюю петлю, потом правую верхнюю. Далее то же самое, 2 петли, правую на левую и провязываю. Первая, вторая. Обращаю ваше внимание еще раз, когда я вяжу справа налево, у меня из пары петель правая сверху. Когда вяжу слева направо, из пары петель у меня левая сверху. Продолжаю вязать ряд за рядом. У меня закончился моток пряжи, и я соединяю нити с помощью иглы в тон. Ориентируюсь на то же самое расстояние между петлями и сшиваю нить. Самое эффективное для меня соединение, оно незаметно, один клубок продолжает другой. Хочется сказать, что один моток пряжи вывязывается не спеша за 40 минут времени. Вполне реально небольшой плед связать за 2 вечера или за 1 день. Сшиваю достаточно плотно, закрепляю нить и продолжаю вязание. Готово. У меня как раз заканчивается ряд. Правая петля сверху левой. И не забываю, что последнюю петлю я не провязываю. Перехожу на перекрещение петель. Левая сверху правой. Продолжаю навязывать рядность, пока от последнего клубка не останется объем пряжи только на обвязку. От последнего 5-го мотка пряжи у меня осталось чуть больше 3 метров нити.
Я хочу перейти на обвязку, но край как с одной, так и с другой стороны смотрится достаточно аккуратно и ровно. Можно оставить так, довязав остатки нити. Можно переходить на обвязку, как у меня. Здесь последняя петля, и в каждую точку относительно каждого ряда я буду создавать еще одну петлю. Здесь подхватываю под 2 нити. Далее здесь не пропускаю точки, иначе край стянется. Следующая точка, еще одна и так далее по всей боковой части. Я посчитала, что у меня около 35 рядов, соответственно образуется около 35 петель. Я в угловой точке, в точке начала вязания. Здесь точно так же продолжаю образовывать петли соответственно количеству набранных петель. Напоминаю, у меня 48 петель. Первая точка, следующая точка между перекрещенными петлями, нахожу ее, вытягиваю петлю здесь. Потом более очевидная точка, с которой петли расходятся. И снова точка между перекрещенными петлями. Напоминаю, количество петель должно совпасть, по этому краю 48 петель у меня. Так заканчиваю ряд здесь и возвращаюсь мимо маркера, поднимаюсь к точке начала. Я подхожу к точке начала петель. Здесь у меня последняя петля боковая. И начинаю закрывать петли. Набрасываю правую петлю на левую. Далее то же самое. Правую на левую. Правую на левую. Правую на левую. Так получается аккуратный край. Делаю то же самое по всему периметру. Я закрыла все петли, осталась последняя. Укорачиваю нить, оставляя одну петлю. Далее эту петлю разрезаю. Теперь вставляю в последнюю петлю край нити. И здесь можно его закольцевать, создать узелок и увести наизнанку. Хорошенько подтягиваю и завязываю. Край оформленный и одинаковый со всех сторон. За счет этого изделие завершенное и аккуратное. Размеры моего пледа по ширине рядов 80 сантиметров, по высоте рядов 79 сантиметров. Плед очень нежный и легкий, как облачко. Прекрасно впишется в любой интерьер. Выбор цвета за вами. Напоминаю, все необходимые ссылки оставляю под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!